Привет всем! Сегодня покажу вам, как моделировать с нуля шкафчик, или стеллаж, даже можно сказать, из Икеи. С самого нуля покажу, как его смоделировать, назначить материалы, сделать рендер, сделать фон, подготовить все для экспорта и выложить это все на 3D. Как это все пройдет модерацию, все это покажу вам. И даже так получилось, что я сейчас аудио и видео записываю отдельно от самого моделирования, и так получилось, что этот шкафчик уже продался на второй день. Вот это я вам тоже все покажу. Почему я выбрала шкафчик и стеллаж Икеи? Потому что достаточно они неплохо покупаются на 3D. У меня, правда, там немного моделей на моей странице, можете посмотреть, у меня там всего 41 модель, но, в принципе, даже 41 модель мне приносит где-то, ну, в среднем от 5 до 10 тысяч в месяц, то есть каждый месяц по-разному, там, в зависимости от разных причин. Вот, но я планирую дальше вот так вот моделировать. В принципе, за один день можно спокойно делать одну модель, и я вижу, как чем больше я выкладываю, тем больше продаж становится. Поэтому буду продолжать. В том числе и записываю видео для того, чтобы как-то и себя подстегнуть на создание новых моделей и, может быть, помочь кому-то, потому что я покажу весь этот процесс, весь этот пайплайн с самого нуля и до первой продажи, получается. Будет все понятно, и ну, какие-то моменты, которые, например, я трудности испытывала, там что-то искала по разным видео, по разным источникам, здесь я соберу все в одном видео, чтобы всем было понятно. Я выбрала вот такой вот шкаф, можете увидеть, да, на сайте Ikea. Наверное, цвет не очень удачный, потому что в основном продается что-то нейтральных оттенков, такой голубой, ну, как бы будет покупаться, но не так часто, наверное, как какой-то базовый цвет, либо там древесный, либо там белый, черный, серый, наверное, белый даже самый ходовой такой цвет. Так, тут я создаю plain 750 на 750, потому что мой референс квадратный. Если у вас другой референс, то он может быть, там, например, 1000 на 500, да. Тут я создаю такой же, чтобы соблюдались габариты, но, в принципе, если квадратный, там можно любые габариты делать. Дальше я посмотрела размер. Начинаем мы с полочек, размер полочек. Посмотрели на сайте производителя, сразу делаем по размерам. Я делаю в миллиметрах. Высоту этих полочек я не знаю, но в основном она бывает либо 15, либо 20 сантиметров. В более дорогой мебели, наверное, она будет, может быть, и побольше, но вот у мебели эконом-класса она в основном ну, либо 15, либо 20 миллиметров. Дальше тут смотрю высоту, поднимаю сразу на нужную мне высоту и масштабирую мой референс, чтобы он как-то соответствовал тому, что я делаю, чтобы мне было удобнее на него ориентироваться, смотреть. Далее мы посмотрим. У нас тут уголки, они загнутые, закругленные. Как нам сделать такие уголки? Нам нужно выделить. Сначала мы выделим 4 ребра, переведем для этого наш бокс в editable поле, правой кнопкой мыши, да, и на уровне ребер, это цифра 2 на клавиатуре, либо нажимаем на саму, на вот эту вот вторую категорию линий, делаем вот такое вот закругление, смотрим, насколько оно похоже, то, что мы сделали, делаем его побольше, там 15 миллиметров, и делаем побольше сегментов, для того, чтобы у нас он не был ребристый, а был более такой сглаженный. Я прошу прощения за лай, потому что я живу в частном секторе. Дальше делаем теперь edit поле, выделяем 2 ребра, верхний и нижний. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы потом с контур перевести на второй уровень, чтобы у нас выделились ребра, которые вокруг этого полигона. То есть, чтобы мы сначала выбрали полигоны, нажали контур, и у нас и на цифру 2, либо на саму линию. И у нас выделятся тогда эти линии. И делаем небольшие скругления, потому что каждая мебель, она имеет какие-то свои небольшие такие, ну, то есть вот любую мебель мы посмотрим, да, она не идеально прямая, да, не идеально острая, она обязательно имеет какие-то такие скругления. Далее смотрим, какая там высота между полками. Тут у нас 33 сантиметра. Я создаю плейн, чтобы у меня эти размеры соблюлись. Потом это все копирую. Копирую обычным способом, не instance, чтобы, если какие-то изменения буду вносить, чтобы они у нас были только на одной нашей полочке. Дальше. Нижняя 570, это 57 сантиметров. Это у нас как раз, получается, я делаю левый стеллаж. Правый потом это просто будет скопировано и добавлена полочка, потому что, по сути, тут все то же самое, все одинаковое. Далее мы делаем ножки. Мы посмотрели, да, какая у нас высота ножек. Также отступаем, 33 сантиметра там высота ножек. Отодвинем референс назад, чтобы он нам не мешался, потому что он изначально в нулевых координатах. Далее все выравниваем. И вот она наша высота, 33 сантиметра. И дальше я буду обводить эти ножки. Но тут я сделала небольшую ошибку, потому что здесь плохого качества ножки, плохого качества фотография, и я, наверное, не очень точно распознала эти самые ножки. Я потом их нашла, вот я сейчас вам покажу, да, я потом нашла их в другом месте и немножко их переделала. Но сейчас вы поймете, как это делать. В общем, обводим ножку. Чтобы сделать идеально прямую линию, мы зажимаем Shift.
То есть делаем линию. Если нам не хватило линий, переводим во вкладку, где мы можем редактировать, делаем Create Line, с Shift делаем прямую линию, точки между собой выпрямляем, привязку включаем, да, чтобы у нас все точечки выровнялись между собой. Самое главное, чтобы первая и последняя точка были на одном уровне. Дальше вы увидите, почему. Потому что мы будем со специальным модификатором это все закручивать. Эти точки я перевела в режим Smooth. Вы можете это перевести, выделив точки и нажав правую кнопку мыши и выбирая Smooth. Можно удалить лишние точки. Тут есть лишние точки, которые нам мешают. Да, тут я вот сделала такое вот закругление. Тут много лишних точек. На самом деле, когда в Smooth переводишь, тут и так все это закругляется возле точек, поэтому нам не нужно их много. Нам будет достаточно всего несколько точек. Вот это вот явно лишнее, потому что торчит. Мы ее можем перевести в Bezier Corner, потому что, чтобы вот так вот сделать, чтобы рычажком вот так вот притянуть ее, и с этой стороны она будет одной направленности, с другой стороны другой. Все это редактируем, переводим там, где нужно, Smooth, Bezier и так далее. Доводим форму до того состояния, которое у нас в оригинале. Делаем максимально похоже. Все. Здесь выравниваем по высоте. Привязку, да, включаем 2,5, будет достаточно. И применяем модификатор Less. Минимально, да, Align, Min, минимально. И вот мы видим, вот она уже ножка получилась. Тут я, значит, замечаю, что там какие-то торчат штуки. Я решаю, что, наверное, я неправильно разгадала форму, и надо будет добавить еще вот эти вот штучки, которые торчат. На самом деле они не так там торчат, я потом вам покажу. Сейчас будет видно, что я переделываю. Но это тоже практика, знаете. Иногда важно что-то лишнее сделать, но зато потом будет опыт. И вот я тут делаю вот эти вот выступы. Мне почему-то сначала показалось, что они там есть. И я вот сейчас их тут сделаю. Да, иногда важно лишнюю какую-то практику сделать, зато потом у вас будет опыт, и будет проще что-то новое потом сделать. Так, Refine. Кнопочка Refine. Мы можем добавить новые точки. Тут я добавляю новые точки, чтобы сделать вот эту, как мне кажется, острую какую-то выпуклость. Да, вы видите, что если вы вдруг на уровне Line редактируете, но не видите результат, можно добавить вот эту вот колбочку голубая, которая, где стек модификаторов, вот эта вот кнопочка с голубой колбой, на нее нажмите, и тогда вы будете видеть все, что происходит на уровнях выше. То есть вы будете менять, например, линию, а будет меняться все, вы будете видеть, что поменялось дальше в следующих модификаторах примененных. Вот я тут решаю, что там такая форма, делаю так, хотя почему я так решила, я не знаю. И вот тут тоже добавляю точку, не просто точка, а возле нее еще одну точку делаю, да, чтобы она вот такая вот была более острая. Потом я понимаю, что нет, все-таки там другие совсем ножки. Сейчас я это все теперь удалю, потому что я нашла ножку с ближнего ракурса, понимаю, что нет. Смотрю, как там на самом деле все идет. Довожу до того состояния, которое в оригинале. Да, тоже тут удаляю, потому что я тут тоже зря наделала этого. Здесь перевожу Bezier Corner даже, да. Чем они отличаются? Bezier у нас одинаково в разные стороны делают Bezier Corner. Вы можете делать сверху, снизу разные направления. Вот, например, здесь так, а здесь вот так. Ну, то есть вот такую штуку можно сделать. Смотрю, вижу, что нет, не так. Сейчас буду исправлять. Интересно следить за своей работой, потом со стороны видеть весь этот процесс. Так, тут у меня не видно рычажка. Перевожу F3, мы переводим обычную видимость в видимость сетки. F3 это туда-сюда мы можем переводить. Тут я добиваюсь такой же формы ножки. Ну, в принципе, она уже становится похожей. Понятное дело, что это близко никто не будет рассматривать, но само восприятие модели будет немножко другим, да. Здесь я делаю, потому что у меня слишком острая точка получилась, я делаю филе, небольшой филет, для того, чтобы она немножко помягче у нас шла. Вот, теперь уже очень похоже на оригинал, даже чуть пониже. Ну, не знаю, я опущу или не опущу. Так, уменьшаем. Опять F3. И здесь вот делаем немножко другую форму. Вот, теперь уже похоже. Вверх точно похож. Ну и здесь, в принципе, тоже. Да, здесь вот немножко вниз опустить можно. И будет один в один. Да, и немножко уменьшить. Вот.
в принципе, да. Здесь вот эту точку тоже надо закруглить, потому что у нас не бывает таких идеально острых углов, точнее не острых углов, а идеальных прямых углов, наоборот. Я немножко, прям мне надо самую малость. 4 миллиметра какого-то много, 2, ну, да, 2-1 миллиметр нормально. Загибаю. Вот она у нас ножка такая получилась. Смотрим ее по высоте. Так, немножко не подошла. У нас еще будет там вот такая вот черная в самом низу штучка. Для нее оставляем место. Так, и здесь что мы сделаем? Здесь мы видим, что у нас слишком ребристо получилось, поэтому увеличиваем модификаторы left, увеличиваем количество сегментов, до 48 даже можно. Что у нас делают flip normals? Они переворачивают нормали, нам это не надо, но нам надо welt core, чтобы у нас welt это чтобы у нас все точки сшились между собой. Вот. И generate mapping coordinates. Нажимаем галочку, чтобы наш маппинг тоже нормально садился на наш материал, нормально сел на эту ножку. Так, готово. Готово. Дальше делаем цилиндр. Это для нижней части. Его также 48, чтобы он у нас был ну, такой не ребристый сильно. Вот, и пододвигаем сюда. Регулируем высоту. И надо радиус уменьшить. Высоту доводим до конца. Немножко делаем зазоры. Всегда, когда делаете мебель, делайте какие-то зазоры везде. Потому что в реальности у нас везде есть какие-то миллиметровые зазоры. Да, там я поменяла высоту с помощью модификатора FF2, 2 на 2 на 2. Это можно сделать, чтобы не использовать масштабирование, а использовать такой вот, если мы хотим с одной стороны, например, что-то подредактировать быстренько. Тут мы добавляем чамфер. Вот, ну, в принципе, да, похожая система у нас получилась. Так. Также FFD 2 на 2 на 2, чтобы отрегулировать ножки. Чтобы отрегулировать низ, масштабируем его. И вот, пожалуйста. То есть на уровне точек выбираем точки, которые мы хотим редактировать внутри модификатора. И уже тут его редактируем. Так, смотрим, что у нас тут еще. Теперь нам нужно сделать цилиндр. Цилиндр, который у нас тут по высоте. Делаем цилиндр. Тоже делаем ему сразу нормальное количество сторон. У нас 48 получилось. Высота 330. Радиус делаем, ну, примерно 12. Хотя, наверное, не 12. Как будто бы немножко многовато. Сейчас посмотрим. Ну, нет. Я думаю, что нормально. Вот, пожалуйста, у нас 33 сантиметра. Как раз как по чертежу все сходится. Делаем небольшие зазоры, потому что в реальности они везде есть. И да, и для того, чтобы были эти зазоры, мы делаем немножко поменьше высоту. Да, и тут делаем такие, чтобы еле-еле заметный, даже, наверное, не совсем заметный был зазор, но чтобы он все-таки был, чтобы какая-то тень там все-таки появлялась. Это будет более правдоподобно смотреться. Пускаем. Получился у нас небольшой зазор тут и небольшой зазор там. Отлично. Переходим дальше. Что мы будем делать дальше? Так, сохраняем, кстати, да. Потому что бывает такое, что делаешь, автосохранение почему-то там, например, не сработает, и теряешь потом много сделанной работы, если вдруг там что-то не сохранится. Вот, называю, прихожу в мою папку, сразу называю по названию, по икеевскому, было удобнее. Вот, пожалуйста, что нам теперь нужно сделать? Нам теперь нужно, тут тоже у цилиндра делаем Generate Mapping Coordinates, галочку проверяем, чтобы тоже у нас все текстуры нормально ложились. Хотя тут нет каких-то сложных текстур, но тем не менее, мы должны это все равно учитывать. Потому что мало ли человек захочет поменять материал там, на какое-нибудь дерево, например, а это дерево нормально не ляжет. Да. Тут я, значит, рассматриваю. Тут мы видим, что у нас есть там какие-то маленькие крепления металлические. Мы сейчас эту кнопочку сверху сделаем с помощью цилиндра. Прям очень небольшой высоты. 5 мм радиус достаточно будет. Ну и вот прям такое. Очень-очень маленькое. 24, я думаю, будет достаточно. Там не будет видно этой ребристости, потому что очень маленькая деталь. Но, тем не менее, такие маленькие детали, они добавляют нам реалистичности. Какие-то маленькие винтики, болтики, крепления такие. Наш глаз их воспринимает как что-то реальное, что-то не мультяшное.
Вот. Ну, скорее всего, там какие-то будут отверстия. Сейчас я покажу, как сделать нам отверстие. Да, тут я вижу, что сильно ребристо все-таки. Добавляю количество сегментов в цилиндре. И дальше что мы делаем? Дальше мы добавляем cup segments. Это чтобы у нас на наших крышечках нашего цилиндра тоже были проведены линии. Потом я решаю, что по этим линиям мне будет удобно с привязкой 2,5 провести новые линии. Сейчас вы увидите, для чего. Я их проведу вот так крест-накрест. Ровно получилось. Опять-таки напоминаю, да, что прямая линия это у нас Shift. Да, тут я ищу. Да, вот они линии, выбираю их. И вижу, что она у нас тут кривая. Или не вижу. Так. Да, я решаю проводить новую линию. Опять-таки с Shift делаю ее прямой. Тут не будут важны какие-то эти подгоны по миллиметрам, да. Я решаю, что все-таки буду так вот делать. Чтобы у нас была угловая привязка, мы включаем вот этот вот угол с магнитиком сверху, да, возле кнопочки 2,5, для того, чтобы у нас, когда мы что-то крутим, у нас крутилось с шагом, например, 5. Тогда у нас будет 5 градусов, 10 градусов и так далее. Вот у нас, пожалуйста, мы сделали во вкладке Rendering, Enable in Render, Enable in Viewport, чтобы у нас был, чтобы у нас это были не просто линии, а у нас это уже превращалось в такое подобие геометрии, чтобы мы потом это могли использовать как геометрию. Делаю вот так. Дальше я сейчас соединю с вот этим вот элементом сверху. Пойму, что тут что-то он слишком какой-то большой. Сейчас я его, наверное, уменьшу. Эту линию, у нас же линии, правильно? Поэтому ширину поменяем немножко. Подгоним по размеру. Тут, в принципе, можно и на глаз, потому что никто это рассматривать не будет. Это видно не будет. Это видно будет только издалека. Я решаю, что да, вот, ну, примерно посередине вот этой вот линии внешней. И вот так вот проваливаю немножко цилиндр, для того, чтобы потом из этого цилиндра этот крестик вырезать. Для того, чтобы вырезать, мы переходим во первую вкладку, Compound. Нет, это я тут не туда перешла. Compound Objects, про Boolean, Start Picking и берем наш крестик. Берем наш крестик и снизу обратите внимание в параметрах, чтобы было Subtraction. Если будет Subtraction, значит это мы вычитаем. То есть мы вычитаем из одного в другой. Да, тут у меня была линия, я ее перевела в Stable поле, чтобы она у нас смогла вырезаться. И дальше про Boolean я ее просто вырезала. И вот, пожалуйста, получилась вот такая кнопочка. Ну, ее немножко так, ее можно, тут зазор уже, наверное, оставлять, можно ее даже немножко утопить, ничего страшного в этом не будет. Так, здесь дальше идет супер простая работа, мы просто копируем, вставляем. Тут мы видим, что у нас слева у нашего шкафчика такие же цилиндры идут, как и у правого шкафчика, поэтому все будет идентично. В принципе, это все можно даже и копировать. Тут я буду копировать, но я потом это вот все удалю. Потому что буду там еще некоторые изменения проводить. Да, все это выпрямляю. Да, чтобы вот у меня моя ножка была, мой цилиндр вот этот был прям с краю, да, чтобы были там минимальные отступы. Смотрим, группируем это все для удобства. Если мы захотели уже, если мы решили, что все, этот элемент готов, мы можем его скопировать на остальные 4 стороны. Так, тут я скопировала для того, чтобы сделать... Тут я поняла, что у меня референс тоже в группе, поэтому я открываю группу, удаляю или детачу наш референс, дальше группирую, все удалила. Скопировала, потому что у нас, в принципе, два одинаковых шкафа, две основы у них одинаковые. Так, тут я еще не заметила, что самая нижняя часть у меня не в группе. Вот. Тут я делаю, для чего мы пришли в эту третью вкладку, для того, чтобы у нас pivot был на нужном месте. Тут я увидела, что у меня референс опять в группу мою зашел. Я закрываю группу, делаю эффект pivot only, чтобы двигался только pivot, и центрую его на объект, чтобы было удобнее его переносить. Инстансом все копирую, потому что если мы копируем как инстанс и меняем какую-то одну ножку, то у нас автоматом поменяются все остальные, зависящие от него ножки. Что мы делаем дальше? Дальше мы будем создавать с вами дверки. Дверки тут необычные, они тут с какими-то... Вот здесь, если честно, даже непонятно, то ли выемки, то ли наоборот наружу. Поэтому нужно находить какие-то дополнительные ракурсы, дополнительные фотографии сблизи, чтобы понять, что же это все-таки такое.
Тут я делаю заднюю стенку. Сейчас я ее... Это просто обычный бокс создаю для задней стенки. Но, тем не менее, не забываем даже для задней стенки сделать какой-то небольшой чамфер, чтобы у нас стенка была не идеально острой, чтобы были везде небольшие зазорчики. Дальше тут я добавлю сейчас полочку, да, потому что у нас тут не хватает одной полочки. Я посмотрела высоту от одной полки до другой, 22,5 сантиметра. Сейчас мы эту полочку копируем. Пожалуйста. Доводим ее и удаляем плейн, который нам помогал. Так, и проверяем нижний размер. Там было 33 сантиметра, вот, пожалуйста, 33. Все сошлось. Так, тут я поняла. Или, подождите, или еще не поняла. Да, тут также pivot, чтобы он посередке у нас был объекта. Да, тут я решила опять все это скопировать. Инстансом. Инстанс бывает полезен, когда мы хотим копировать что-то и не занимать дополнительные ресурсы компьютера, либо быстро редактировать. Редактируем там высоту одного предмета, мы высоту всех инстансных копий тоже будем редактировать. Ну и также они меньше места занимают. То есть если у нас, например, какой-то ресторан, и у нас 100 стульев, то, конечно, это будут инстансные копии, либо ну, точно не будет обычная копия, потому что это будет очень много ресурсов занимать. Тут я увидела, что у нас там небольшие выемки. Конечно, их не будет видно, но для какого-то своего успокоения я решаю, что все-таки я тут продлю немножко ножку и сделаю вот эту вот выемку, которую мы увидели внизу полки. Для этого я здесь делаю, я удалю полигон нижний у цилиндра. Далее я ему сделаю небольшую толщину, для того, чтобы в этот цилиндр можно было вставить, так же, как вот у нас там на фотографии, чтобы вставить нашу вот эту вот историю. Так, продолжаем. Продолжаем. Soft Selection, для того, чтобы мы могли выбрать мягко, да, мягкий выбор, чтобы мы могли клеточки выбрать, которые рядом стоят. И у нас цвет показывает то, насколько мы сильно влияем на ту или иную точку. Да, тут я поняла, что нет. Так не подойдет, да. Так не подойдет. Нужно будет цилиндр. Все-таки мы опустим немножко сюда. И здесь доведем до верха. Да. Тут у нас не будет проходить через наши полочки цилиндра. А здесь мы сделали, для того, чтобы это было немножко похоже на то, как в оригинале. Смотрим, да, наша полочка. Делаем коллапс, Swift Loop. Swift Loop здесь не срабатывает, потому что у нас уже там разные чамферы. Они бывают путают, и ничего потом не срабатывает. Добавляем, выбираем ребра нужные, добавляем 2, наверное. Да, нужно. Один, да. Один с этой стороны и один с другой. Поэтому лучше сразу выбрать 2. Connect. Выбираем 2 ребра, двигаем их. Это я делаю для того, чтобы вырезать нужное отверстие для цилиндра. Вырезаем. Ну да, кривоватенько тут получается из-за того, что там был чамфер. Но нам этого будет достаточно. Нам этого будет достаточно. Еще чуть-чуть опустим. Да? Сделаем назад, проще сделать. Опять то же самое, отодвигаем немножко. Потом, как в оригинале, как на фото, мы выделяем вот эти полигоны и немножко их экструдом. Так, Inset я сначала выбрала для того, чтобы внутри полигона сделать еще один полигон поменьше размером, да? Ну, вот как-то так примерно. И потом его можно было утопить с помощью экструда, да, минусом. Угу. F3 нажимаем, и мы видим, как цилиндр и ножка, там все это соединяется. Никто это, конечно, рассматривать не будет, но тем не менее, если вдруг что, у нас это есть. Да, вот. Видите, там какие-то отверстия небольшие, в которые как раз вставляются эти ножки. Можно было это не делать, потому что вряд ли будут такие ракурсы в визуализации, где прям будут заглядывать под полку и смотреть, а что же там, а куда там ножка уходит. Вряд ли это будет, но я просто это сделала, не знаю для чего, просто так захотелось. Дальше. Так, выравниваю по центру нашу заднюю стенку. Да, pivot можно посередке поставить.
центре объекта и тут тоже отцентровать. Так, скоро ли я увижу, что там вот эта вот самая нижняя штучка не доходит. Посмотрим. Так. И тут уже можно вот это все скопировать. Да, про ножку я так и не увидела, не заметила. Хотя сейчас, смотря со стороны, я вижу, что я там потеряла самую нижнюю часть ножки. Так, центруем. Инстансом. Угу. Все нормально, встала. Но ножка. Почему я ее не вижу, я не знаю. Так, чамфер назначаю небольшой, думаю, 3 миллиметра, 2 сегмента. И дальше ставим, переводим smooth chamfer с only, для того, чтобы у нас сглаживался только чамфер, а не весь объект. Тут какие-то слишком большие зазоры. Я копирую для того, чтобы просто копии, для того, чтобы следующую полочку уже делать по готовому, из готового бокса. Тут его выравниваю. Так, Detail поле, редактирую размер полочки. Точнее, не полочки, а это боковая стенка. Она тоже, кстати, будет ребристой. Сейчас будем делать эти ребрышки. Ну, здесь я зря вот это вот сделала, потому что все равно мы будем потом делать ребрышки и менять. Так. Дальше. Да, вот. Смотрим. Угу. Тут я уже вижу, что на чертеже у нас ребра и на боковых, и на передних дверках. Смотрим. Плохо видно, да? Ну, в принципе, понятно, что это не вогнутости, а выпуклости. Можем примерно посмотреть, сколько их штук. Можно их посчитать, да, сколько у нас тут? 9, да, кажется. Сколько штук у дверок и какого они примерно расстояния. Потому что никто такие вот мелкие расстояния нигде писать не будет у производителей. Скорее всего, нужно будет на глаз вот эти вот все искать моменты. Я решаю, что здесь, скорее всего, отступ где-то 4 сантиметра. Хотя вот я сейчас смотрю, мне кажется, как будто бы может быть даже и 3. Ну, ничего страшного. Тут я делаю небольшую на 1 миллиметр, на 2. Небольшую вогнутость, потому что она там есть. Угу. Да, тут я нечаянно 2 раза сделала, поэтому я вернула назад, сделала 1 раз 4. Да, на 4 миллиметра сделала вогнутость. Дальше я все отменила. Ну, продолжаем. Я прерывала видео. Так. Итак, здесь мы делаем экструд. Экструдом мы, получается, делаем вот эту вот выемку. Дальше нам надо сделать чамфер, чтобы у нас чтобы у нас вот эти вот не было острых углов, и, точнее, прямых, слишком прямых углов, и чтобы были небольшие скругленности. Но тут мы не можем сделать на на всю вот эту вот стенку единый чамфер, потому что тогда у нас вот эти вот внутренние стеночки, которые мы отодвинули на 4 миллиметра, тогда они у нас, будет перекрытие, и получается чамфер неправильно, некорректно сработает. Что нужно сделать? Нужно, вот мы выбрали полигон, сделали grow, то есть выбрали еще с контур и 2, либо нажатием на уровень ребер переходим, контур и ребра нажимаем. И тогда у нас выберутся только те ребра, которые нам нужны. И потом вот мы получается, edit поле сделаем чамфер, который будет влиять только на эти ребра. То есть он не будет влиять на весь объект, а будет влиять только на выбранные ребра, которые мы выбрали. Так, смотрим дальше. Нам нужно посмотреть, у меня не очень прогрузилась вот этот вот сайт IKEA. Здесь мы рассматриваем, как именно у нас формируются вот эти вот такие удлиненные цилиндры, если их можно так назвать, на дверке. И как нам их лучше сделать? Во-первых, я тут увидела, что есть скругления небольшие, поэтому мы у вот этих вот внутренней части, получается, боковой стенки, поэтому мы возвращаем назад, выбираем только эти ребра, чтобы их скруглить. Делаем отдельно на них чамфер. Делаем округлыми. Для того, чтобы они не были угловатыми, нужно сделать побольше сегментов. Тут 4 миллиметра, 3 сегмента. Окей, вот. Похоже. А теперь только выбираем ребра, которые нам нужны.
чтобы их теперь скруглить, да, можно выбрать ринг, перейти, сделать grow, но тут мы видим, что у нас лишние ребра схватились, поэтому мы так не будем делать. Мы перейдем с полигона на уровень ребер, контур и ребра нажмем, и довыбираем вручную остальные ребра, которые у нас не выбрались. Выбираем эти ребра, чтобы на них назначить отдельный чамфер, чтобы у нас они не были вот так вот, чтобы они не выглядели так грубо, как они сейчас выглядят. Так, выбираем эти ребрышки. И отдельно назначаем чамфер, который будет влиять только на эти ребра. Делаем его небольшим, чтобы у нас не было нахлеста. Ноль пять где-то, 2 сегмента, и вот получаются такие легкие-легкие округлости. Я думаю, что очень похоже. Дальше делаем сглаживание, чтобы сглаживалось только чамфер. Smooth Chamfer Only выбираем в модификаторе Chamfer. Тут мы видим, что у нас дверка не встала в свои размеры. Что мы здесь можем сделать? Мы можем перейти на нижний уровень в Editable поле и, убрав привязку, спокойно дотянуть до туда, докуда нам нужно. И также с другой стороны то же самое сделать. Оставляем небольшой зазор и продолжаем. Делаем, наверное, сделаем цилиндры. Для чего нам это нужно? Мы сделали цилиндр именно в этой плоскости, для того, чтобы сейчас посмотреть по размеру, и потом будем удалять ненужные нам части и продлевать дальше этот цилиндр до низа. Вот мы, чтобы он у нас видимым был. Сюда продлеваем, добавляем ему сторон, чтобы он был смазан, чтобы он был такой немножко смазанный. Так, считаем, сколько у нас таких цилиндриков в нашей основной, в нашем референсе. Там 4, потом 2 под ручкой и 4 справа. То есть нам нужно сделать то же самое. Переводим в поле и удаляем ненужные сегменты. То есть переходим на уровень полигонов, точнее полигоны удаляем. И на третьем уровне, третий уровень, третья кнопка получается, она переводит нас на открытые ребра. И открытое ребро мы потянули вниз. Теперь можно симметрией, модификатор симметрии, сделать симметрию. Так, симметрию вниз нам нужно. Смотрим, да, какая это ось. Так, симметрия – это ось Y. Да, ось Y. Переходим во вкладку Symmetry Mirror, зеркало, чтобы подвигать, да, подвигать и получить нужные нам пропорции. Готово. Так, и смотрим. Там мы посчитали, что будет 9 штук, но тут получается слишком все узко, поэтому не подходит. Подбираем дальше. Чтобы подобрать корректно, можно еще измерить это расстояние и разделить на нужное нам количество. Вот, можно было шаг назад сделать, можно просто удалить это все. Так, ну вот, наверное, да, отступ побольше можно сделать. И тут мы уже не можем сделать побольше радиус, потому что мы уже конвертировали в editable поле, поэтому мы измеряем расстояние. Тут здесь 176 миллиметров. Берем калькулятор и делим на, получается, вводим 176 и делим на 11. То есть на 11 частей нам надо разделить. 16. Угу. Смотрим примерно 16 миллиметров. Внизу по оси X отступ 16 и добавляем 9. Так, где-то ошиблись. Где-то ошиблись, поэтому делаем, так, еще раз, 176 делить на 10. Все-таки надо 17,6. Да, можно было не использовать калькулятор. 17,6 и 9 копий. Так, еще меньше сделано, еще больше точнее сделано. Ну, делаем где-то 15, если сделать 15 миллиметров, то есть где-то между каждой 1,5 сантиметра, в принципе, очень похоже. Теперь надо это все сделать ближе, это нужно сделать к центру. Сделаем группу, и потом нам проще будет с помощью привязки. Сначала pivot сделаем по центру, а потом с помощью привязки просто сделаем по центру эти цилиндры. Дальше нам эти цилиндры нужно склеить с нашей дверкой. Для этого мы сейчас возьмем какой-то один из этих цилиндров, переведем в это поле. Он не загорается, потому что я 2 выбрала. И дальше, так, edit поле. Это чтобы вниз подвинуть
2 цилиндра для ручки. Да, здесь я отдельно для них двоих ввела эти поли и продвигаю их вниз, оставляя место для ручки. Мгм. То есть на каких-то дверках у нас на 2 будут ручки, а на остальных будет до конца идти цилиндра. Да, ну тут, видимо, тут в икеевской визуализации, по-моему, небольшая ошибка, потому что там слева тоже не до конца доведены цилиндры. Я думаю, что это просто ну, какая-то невнимательность, ошибка небольшая. Я думаю, в оригинале там только для тех, где ручки. Да, я тут вывела отдельно, да, копировала. Тут, ну, тут у нас никакой ручки не будет, потому что это боковая сторона. Мы опять берем эти две, возвращаем. Так, возвращаем, потому что здесь останутся только все, которые стоят. Вот. А тут уже уменьшаю, для того, чтобы эти дверки уже были лицевыми. Так, смотрим. Всегда заглядывайте на референс. Не увлекайтесь самодеятельностью, потому что иногда бывает увлечешься и делаешь что-то не то. Делаем чамфер, чтобы у нас вот эти округлости были немножко помягче. Добавляем, ну, уменьшаем, да, чтобы не было пересечений. Ждем, чтобы вот примерно так, да. Вон так пошло пересечение, поэтому 0,92 нормально. И 2 сегмента. Отлично. Еще надо их, ну, здесь просто можно масштабировать, чтобы они правильно выпирали у нас. И утопим. Утопим, чтобы потом соединить с самой дверкой. Переводим ее в editable поле. Compound Object, пробулин, Start Picking, Union. Union это объединение, значит, да. Не пугаемся, объединяем спокойно все. Это у нас поехали нормали. Тут какие-то ребра дополнительные, ничего страшного в этом нет. Переводим в editable поле. Смотрим, что у нас произошло. Такое бывает после булина, поэтому нам нужно выбрать модификатор Weighted Normals. Он нам починил наши нормали. Теперь они в порядке. Можно, конечно, для пущей уверенности еще дополнительные ребра провести, но я думаю, что этого вполне будет достаточно. Уже смотрится похоже. Смотрим дальше. Угу. Тут, наверное, зря я так быстро их соединила. Надо было сначала сделать то же самое, да, с чамфером и с масштабом здесь, для того, чтобы они были идентичны. Вот. Но для видео я уже не стала переделывать. Повторяем то же самое, масштабируем, делаем чамфер. Делаем чамфер, переводим в Edit Faces, чтобы видеть, какие у нас ребра. Так, и утапливаем. Тут я, конечно, допустила небольшую ошибку, потому что я это делала снова. То есть надо было это сделать до булина. Надо было просто скопировать оттуда, чтобы все вот эти значения чамфера у нас остались те же. Так, тут я проделываю то же самое. Также назначаю модификатор Weighted Normals. И вот, пожалуйста, все красиво. Угу. Теперь здесь можно скопировать, чтобы боковые стеночки у нас были одинаковые. Так, здесь смотрим, да, куда у нас приходят они. Так, и здесь делаем то же самое. Можно включить привязку и привязать строго по центру. Тут я хочу посмотреть, есть ли там лишние зазоры, да, есть. Поэтому тут тоже нужно подогнать все. Можно выключить привязку, чтобы она не мешала, и посмотреть уже вручную это сделать. Так, теперь будем делать дверки. Поворачиваем. Так, и вставляем. Наверное, это не сильно страшно, что я там сделала другие немножко по бокам двери, что там значения не все совпали. Я имею в виду, что масштабирование, чамфер, потому что и в реальности тоже в боковых там, если вот вы посмотрите на референс, там тоже они немного отличаются. Поэтому я думаю, что ничего страшного, если на передних дверках будет немного отличаться. То есть я смотрю ширину, делю на 4 дверки, получается 205 миллиметров. То есть нам надо какой-нибудь плейн сделать. 737 у меня.
740 примерно, да, 185, да. Потому что там были указаны размеры, учитывая все вот эти цилиндры, нам нужен только внутренний размер, поэтому делаем так. И здесь опять-таки у нас мы будем уменьшать дверку, делать меньше расстояние. Так, а это вот проще всего сделать, да, чем использовать калькулятор. Можно сделать плейн и разделить его на 4 части. Да, только я не по высоте разделила, надо наоборот по... Да, вот, пожалуйста, 4 ровных части. И теперь по этим частям смотрим, ориентируемся. Наверное, не очень хорошая идея просто взять и масштабировать. Поэтому можно сделать edit поле и сдвинуть немножко вот эти вот боковые, примерно на 20 миллиметров, да? Вот так вот. Так, что мы теперь сделаем? Посмотрим, как у нас в реальности. Да. Ну, да, в принципе, можно и вот так теперь сделать. Угу. Отгоняем по размеру. Тут я понимаю, что все-таки эта дверка получилась слишком другая, поэтому я решаю взять все-таки ту основу, которая изначально у нас была, и уже ее редактировать. Здесь мы делаем edit поле, и уже будем редактировать тут. Также сдвигаем боковые части, запоминаем, насколько мы отодвинули. И масштабируем. Масштабируем. Так, тут я понимаю, что я это все не повернула не до конца, не на 90 градусов, а, видимо, на 85, поэтому надо сделать заново. Потому что, когда я масштабировала, масштабировалась именно в той плоскости, в которую я повернула. Поэтому возвращаем и вставляем. Вставляем нашу дверку. Смотрим, какие у нас тут размеры. И сейчас будем подгонять под эти размеры. То есть, ну, вот примерно так подвинем. Так, а дальше? Дальше придется вот так сдвигать. Угу. Мешаем чуточку и двигаем. ФФД нам помогает подвинуть только с одной стороны. Тут я пытаюсь выровнять вместе с той дверкой все это дело. Так, тут я продолжила настраивать, хотя, наверное, зря я это делаю, потому что мы видим, что они у нас получились, вот эти выступающие части разного размера, разной выпуклости. Поэтому, может быть, даже нет смысла их настраивать. Иногда нужно разные варианты смотреть, и, возможно, таким вот методом подбора будет легче найти наиболее правильное решение. Здесь вот я двигаю примерно так, как нужно. Подставляю под размеры. Угу. И дальше можно это уже все будет копировать. Да. Мы видим, что у нас получились такие же, с одной стороны, такие же двери, такая же дверка, как и сбоку, с другой стороны отличается. Тут я решаю, что нет, зря я это делала, зря я это настраивала по размеру, если можно просто вот эту среднюю часть поднять, и все будет, и дверки тогда будут одинаковые. То есть я сделала двойную работу. Я могла сделать только одну дверку и дальше ее скопировать. Но я зачем-то сделала вот так. Ну, сделала и сделала. Ее можно удалить, ту, которую я настраивала, а эти идентичные скопировать. Ну, там, где ручки, опустить, там будут дверки с опущенными двумя цилиндрами. Тут я вижу, что у нас не доходит до бокового цилиндра, поэтому тут лучше всего выделить все 4 дверки.
и FFD-модификатором просто подвинуть нужную часть. Тогда у нас будут они идеально входить в наш проем. Так, смотрим, проверяем. Все ли идентично. Все похоже, да? И копируем боковую стенку на противоположную сторону. А также делаем ручки. Ручки это будут обычные цилиндрики. Подбираем нужный размер. Также у нас такие размеры ручек, они обычно не указываются, но мы можем визуально определить, сколько это. Для каких-то вещей есть стандартный размер, для каких-то посмотрим на глаз. И здесь можно начать с сантиметра, но даже, мне кажется, больше, чем сантиметр это будет. И ставим нужную высоту. Так, значит, продолжаем делать ручку. Подбираем радиус цилиндра. Смотрим, да, если радиус 6 мм, то получается у нас где-то 1 сантиметр, 2 мм. И я думаю, что такой он примерно и есть. Можно сделать немножко поменьше, наверное, да, 5 мм, чтобы у нас сантиметр было вот это основание ручки. Дальше подбираем высоту. Утапливать мы ее не будем в дверку, мы ее, наоборот, сделаем с небольшим отверстием, потому что в реальности у мебели везде есть небольшие зазоры. Дальше тут я поняла, что я сделала cap segments, у меня там 2, надо сделать 1, чтобы я спокойно потом выбрала этот верхний полигон. Делаем edit поле, выбираем на уровне полигона верхний полигон, делаем extrude. Все делаем на глаз, смотрим, чтобы было похоже на референс. Да, смотрим еще раз референс. Делаем Swift Loop, делаем дополнительные ребра. И потом можно выделить одно ребро, нажать Ring, чтобы выбрались все ребра по этой стороне, и с Ctrl нажать полигон. И потом их вот так вот масштабировать по двум осям. Я масштабировала по оси Z и X. Дальше добиваемся похожей формы. Немножко выдвигаем. Ну, вот примерно так получилось. Еще, мне кажется, вот эти... Нужно добавить чамфер, чтобы немножко скруглить наши ребра. Но тут мы видим, что получилось взаимное пересечение, поэтому уменьшаем чамфер, делаем побольше сегментов, чтобы все было более сглажено. И дальше можно включить привязку и скопировать на середину следующей двери инстансом, потому что если мы будем еще раз менять эту ручку, чтобы вторая ручка менялась автоматически. Смотрим, что у нас еще осталось. Так, это заходило. Вот, открываем сайт IKEA, сайт производителя, Сагмастары, смотрим. Угу. Удаляем ненужное. И далее нам нужно объединить все вот эти вот элементы, которые у нас есть, в один объект, чтобы это все было единым объектом. А также, ну перед этим мы сделаем еще вот это вот крепление, которое к стене. Да, видимо, я тогда его рассматривала, я это делала. Да, делаем вот это вот крепление, которое было на референсе. Делаем линию. Чтобы сделать прямую линию, нажимаем Shift, и тогда у нас линия автоматически будет прямой. Переводим какие-то нужные нам точки в Smooth, двигаем все, чтобы было максимально компактно. Да, сдвигаем таким вот образом. И потом убираем толщину, потому что мы будем делать форму другим способом. Мы будем делать сначала экструд, то есть растянем примерно на 5 сантиметров, даже меньше, намного, 20, да, 2 сантиметра. Видим, что она получилась прям широкая такая. Можно подкорректировать на уровне линий. Вот как-то так, даже еще можно справа отредактировать. И проверяем, чтобы не было никаких пересечений. И чтобы были небольшие зазорчики. Они тоже добавляют реализма. Мы видим, что у нас с темным цветом. Когда у нас темным цветом подсвечивается, это значит, что у нас неправильно нормали работают. Тут мы не можем сделать Swift Loop, поэтому сначала выделяем ребра. Это мы сейчас будем делать отверстия. Делаем Connect нужных нам ребер.
одного ребра будет достаточно. Это нужно для того, чтобы выбрать эту точку. И сейчас мы будем из этой точки делать круг. Чтобы сделать круг, выбираем chamfer, выбираем точку, chamfer, и делаем нужное количество минус 0,5, 2 сегмента примерно. И чтобы выделить нам вот этот вот внутренний круг, мы выделяем полигоны и убираем альтом ненужные нам выбранные полигоны. Теперь можно сделать shell, и тогда мы видим, что вот теперь у нас нет проблемы с отображением, нет проблемы с нормалями. И делаем где-то половину сантиметра. Вот такая вот заглушка у нас получилась. Дальше на уровне, дальше вводим модификатор FFD33 на 3. Перед шеллом можно его сделать. В принципе, можно и после шелла. Вот. И сдвигаем, делаем более компактную форму, потому что такое крепление, оно у нас намного меньше по размеру, чем у нас получилось. Так, это гром. Так, вот такое получилось крепление. Смотрим, какое оно в реальности. Тут еще скругленные углы. Вот, но их не обязательно делать, потому что мы тут делаем не заглушку. Она, конечно, добавляет реализма. Она, конечно, нам помогает воспринимать нашим глазам предмет как реальный, но это не настолько важно, как все остальное. Это побочный элемент, так скажем. Дальше тут я увидела, что у нас нижняя вот эта часть ножки немножко ушла в сторону, поэтому и не скопировалась на остальные части. Тут я их копирую. Да, можно инстансом, но мы вроде менять их не собираемся, поэтому особой разницы нет, как копировать. Напоминаю, да, если мы делаем просто копию, то мы потом можем менять эти объекты по отдельности, ничего не произойдет. Если инстанс, то тогда, меняя один объект, будут меняться все остальные. Дальше мы выбираем наши предметы, наши элементы, которые у нас тут есть. И будем назначать им Material ID. Сначала назначим маппинг. UVW map нужен для того, чтобы у нас была сетка. Тут мы выбрали бокс 1000 на 1000. Тут вообще не принципиально, потому что у нас в текстуре это все равно не будет ничего видно. Но если бы, например, это было какое-нибудь дерево, тогда да. Тогда, возможно, мы бы воспользовались и unwrap, то есть сделали бы развертку. Но тут простой обычный материал, и мы чисто для собственного успокоения, для того, чтобы у нас везде материал был такой идентичный, мы везде просто сделаем обычный квадрат. Этого будет достаточно. Дальше мы выделим все объекты, точнее элементы, которые у нас тут есть. Так, тут у нас ножка выпала из нашей группы, мы ее присоединяем к группе для того, чтобы скопировать эту ножку на соседний наш стеллаж. Делаем копию, вдруг мы будем что-то менять. Убираем привязку, вставляем все, чтобы ровно смотрелось. Шел сильный дождь. Все это копируем, точнее, все это сейчас мы переименуем. Выбрали все объекты, которые есть у нас на шкафу, и задаем им какой-нибудь 1, 2, 3 название. Это нужно для того, чтобы выбрать сейчас один какой-то объект и скопом все одним тем же элементом все объединить. Нажимаем на экранчик Attach, выбираем все наши 1, 2, 3, и вот они у нас присоединились, кроме ножек. Почему? Потому что это у нас группа. Надо сначала разгруппировать, group, ungroup, и теперь мы можем опять зайти в Tools, Rename Objects, сделать какое-то имя, например, 1, 2, 3, Rename, и тогда у нас опять заходим в Attach, нажимаем на экранчик, выбираем 1, 2, 3. Чтобы выбрать сразу все, нажимаем на первый, потом на последний с шифтом, и тогда выберутся все объекты, которые между ними. Дальше на уровне элементов выбираем наши элементы, чтобы назначить им Material ID. Я посмотрела на сайте производителя, это не крашеное дерево, это крашеный пластик. Точнее, да, это крашеный пластик. И я так понимаю, что и ручки, и вот эти вот цилиндры, они все будут одним материалом. Вот тут я их выделяю. Чтобы выделить, нажимаем Ctrl. Чтобы убрать выделение, нажимаем Alt. Так, тут у меня что-то не выделяется. Выделяем все объекты. У меня еще кошка тут рычит на фоне. Выделили все объекты. И назначаем им полигон Material ID. Первый. Это у нас будет наш вот этот вот пластик голубой. Дальше. Второй Material ID. Это будет вот эти крепления. Третий, это вот эти, как они называются, винтики, болтики. Это третье. И четвертое у нас будет вот эти черные самые нижние части. Наверное, они какие-то прорезиненные
и заходим в Slate Material Editor. Можно кнопкой M, можно нажать сверху. Так, мы будем сначала делать поддвижок Corona. Будем использовать Multisub Object вот, и Corona Physical Material. Я туда зашла. Multisub Object. Чем он хорош? Это стандартный материал. То есть он будет использоваться нормально и в Coroне, и в V-Ray. Нам особо переделывать ничего не получится, не придется, точнее, да. И в Multisub Object вспоминаем, что у нас было Material ID номер 1. Это у нас был наш вот этот голубой пластик. Это у нас будет наш кабот. Тут я неправильно написала, но я потом исправлю. Второе, это у нас крепления, которые к стене были. Тут я просто напишу крепление. Крепление. Третье у нас Material ID 3, где мы выставляли, да, где полигон Material ID. В Editable поле у нас там металл. Это как раз-таки вот эти винтики сверху. И четвертое это Rubber. Rubber это самая нижняя вот эта вот часть, резинка черная, которая не дает нам царапать пол. Возвращаем, смотрим все так. Вот. Лишние действия какие-то, я уже не стала их вырезать, потому что на двухчасовом видео, мне получилось двухчасовое видео, вырезать это нереально было бы. А для чего я вот эту картинку сюда поместила? Для того, чтобы взять Color Map и пипеткой выбрать именно этот оттенок. Ну, помните, что в референсе у нас уже на объект падает свет. То есть он будет казаться светлее, чем он есть на самом деле. Нужно его делать немножко темнее. Вот как раз он у нас попал в ту точку, которая темнее. Мы делаем ее такой немножко шершавой. Вот эту поверхность. Так, и тут я смотрю разные материалы. Будем делать чисто по стандартным материалам, чтобы сейчас не заморачиваться, не искать что-то извне, чтобы каждый мог это все повторить у себя. Так, тут у меня какой-то был глюк с 3D Max, у меня почему-то не перетаскивались карты. Так, ну тут я решила проблему, я взяла Noise, сделаем ему маленький размер, да, size выставляем 3, например, и в карту Base Bump, Bump это шероховатость наша, точнее не шероховатость, а какие-то выпуклости, наоборот, вогнутости. Так, и нам, если мы собираемся куда-то размещать, а мы собираемся размещать на 3D, поэтому мы сразу называем все материалы логичными названиями. То есть тут у нас будет Blue Carbide. Да, понятно, что это у нас. Второе у нас крепление. Мы подбираем сначала материал. Металл тут смотрится странно, да, он по-другому немножко в реальности выглядит. Я бы скорее даже сказала, что тут надо делать... Ну, сейчас я посмотрю разные варианты, да, как может смотреться металл. Иногда важно покрутить разные варианты по отражениям, по другим параметрам и выбрать подходящий. Но тут вот я вижу, что металл, он слишком такой прям сильно металлический блеск имеет. А если убрать металлический блеск, то уже совсем не похож на наш. Скорее тут какой-то металл покрашенный будет, окраска такая более глянцевая, вот это больше похоже. И на бамп добавляем небольшие шероховатости, выпуклости. Вот такой вот получился. Он немножко отличается от нашего базового материала первого, но вот эти вот небольшие отличия, они как раз-таки добавляют нам реализма. Тут в Corona Physical можно выбрать уже пресет установленный. Вот я взяла Chrome Polished, добавила его в металл. Тут можно, я думаю, добавить roughness, посильнее сделать, потому что он не такой, мне кажется, не такое отражение сильно имеет. И дальше четвертый материал, это у нас резина вот эта вот черная в самом низу ножек. Ей тоже добавляем небольшое отражение такое и делаем таким темно-серым материалом. Также не забываем, да, что нам нужны названия логичные, поэтому мы скопировали здесь наше икеевское название Sagmastare и будем везде его дальше использовать, чтобы те, кто купил нашу модель, чтобы им было удобно пользоваться. Дальше это у нас крепление. Я его назову wall cupboard, ну, можно и так назвать, да, стена, шкаф, тут понятно, да, что это крепление к стене. Далее, тут я cupboard metal у нас будет. И четвертое, пусть будет cupboard rubber, резина шкафа нашего. Удаляем ненужный материал. Все это можно вот так вот расположить кнопочкой сверху. Так, назначаем этот материал. И дальше смотрим, как у нас назначены материалы. Правильно ли они назначились. Мы назначали материал ID на разные элементы. Тут мы что видим? Тут мы видим какую-то затяжку. Тут мы видим какую-то затяжку на двери. И сейчас будем пробовать ее исправить. Что там произошло такого? Скорее всего, тут нужен... Так как мы делали это булином, булин иногда дает такие вот артефакты.
Поэтому тут вот он дал дополнительное какое-то ребро. Мы смотрим, в других местах не дал, но почему-то вот на этих двух дверях дал. Поэтому мы в этих местах посмотрим, да, что у нас тут лишнего. На уровне ребер выбираем эту. Да, даже не выбирается. Можно сделать edge faces, чтобы сразу было видно, да. И с контуром, нажав Ctrl, можно удалить. И Backspace, да, вот, удалили. Но затяжка осталась, как мы видим. Сейчас мы будем ее исправлять другим способом. Тут тоже удалим ненужное ребро. Также Ctrl и Backspace. Все, тут ничего не осталось лишнего. И здесь нужен нам какое-то дополнительное ребро. Дополнительное ребро можно сделать с Swift Loop, но он, скорее всего, не будет работать здесь, потому что у нас это разные элементы, и плюс там не везде четырехугольная сетка, поэтому мы сделаем слайс. И выберем, по какой нам оси нужен. Вот у нас появляется оранжевым ось, мы выбираем слайс plane, и вот этот plane двигаем до того места, где нам нужно дополнительное ребро. Вот это ребро будет поддерживающим, и как раз оно уберет у нас артефакты. Вот, теперь ничего нет. Можно убрать Edge Faces, и дальше смотрим, насколько у нас все это соответствует реальности, насколько у нас правильно материалы назначились. И можно дальше приступать к следующему нашему стеллажу, который будет стоять рядом. Здесь, мне кажется, зря мы сразу все копировали. Можно вот сейчас, на данном моменте, верх будет одинаковый, и ножки будут одинаковые. То есть можно сразу вот это все выделить и поменять только, да, нажимаем Detach, склон, чтобы не то выбрала, чтобы сделать вот так. Подставляем, чтобы все это встало в нужное место нам. И дальше удаляем ненужные элементы, которые у нас были лишними, которые у нас без материалов. Теперь важно сделать полочки. Тут мы переводим collapse all и attach вот эти полки. Можно было не делать коллапс, все равно бы все это убралось само, когда мы сделали бы attach. Дальше мы копируем S-элемент, S-клон, ставим галочки и копируем вот эти цилиндры. Тут я вижу, что неправильный материал, потому что мы материал назначали на те полки, которые у нас уже были. Поэтому мы смотрим, какой там материал ID. Если он разный, то он не показывает, поэтому мы делаем set ID 1, и мы видим, что все, теперь этой ошибки нет. Выбираем точки, которые нам нужно скопировать. И так, делаем их одновременно, чтобы они у нас одинаковые были. Так, небольшие зазорчики везде оставляем. И сейчас сделаем detach as element, склон опять-таки. И двигаем сюда. Небольшой зазорчик. И опять на уровне точек. Можно нажать просто клавишу 1, и мы будем переводиться на уровень точек. 2 – это уровень ребер, 3 – открытые ребра, 4 – полигоны, и 5 – это элементы. Вот такой вот у нас стеллаж получился. Они у нас стоят рядом. Ставим рядом. Так, по-моему, все точно так же, как у нас и в основном нашем. Вот он, пожалуйста. Старый, вот он так выглядит, и так выглядит он в 3D Max. Рассматриваем еще раз со всех сторон, правильно ли мы все сделали. И дальше будем давать логичные названия нашим шкафчикам. Берем прямо с сайта IKEA название, вставляем сюда. Единственное, я бы вот эти символы заменила на обычные буквы A, чтобы у нас никаких ошибок не было. Это назовем Segmastar 1, здесь будет Segmastar 2. Надеюсь, я правильно произношу это название. Вот если нет, то прошу прощения. Назначили. Смотрим, да, эти вот, если они по отдельности продаются, они также называются Segmastar. И вместе тоже. Мы могли на 3DD размещать их как по отдельности, так и вместе, потому что и так есть отдельные артикулы. Но я думаю, что если разместить их вместе, то продаж будет больше. Тут смотрим, Send Material. Проверяем, какой-то у нас материал. Это материал нашего референса. Его мы удаляем. Unhide all. Смотрим, что у нас там было скрыто. Удаляем ненужное. Это Shift-T. Я нажала, чтобы посмотреть, какие материалы у нас есть. Но так как мы никакие bitmap не подгружаем извне, поэтому у нас там пусто. Если бы у нас там что-то было, надо было еще сделать set path и strip path. То есть
сделать корректные пути к текстурам. Но так как у нас их нет, мы просто это все сейчас группируем для того, чтобы сделать pivot на середке и подвинуть всю эту группу по x и по y в нулевые координаты. Дальше мы делаем ungroup, потому что нам не нужны группы. Нам достаточно, что у нас два элемента. Переходим в последнюю вкладочку, делаем reset form, делаем collapse all, в editable поле переводим. Смотрим, включаем все неотображаемые предметы. Все, у нас только два объекта, и вот они, пожалуйста, у нас два объекта. Дальше смотрим send материал. Вот он, пожалуйста, один, multisub object, и тут у нас 4 материала внутри. Все, проверили, сделали чекап. Дальше я тут что-то делала, искала в папке. У меня есть моя, ну, точнее, не моя, а найденная в интернете HDRI-карта, которую я использую для рендера для 3DD. Я думаю, ее несложно найти в интернете. Я уж не помню, где я ее нашла. Называется она Brown Photo Studio. Так, и сейчас попробуем сделать рендер. Делаем размер 2000 на 2000, чтобы он был квадратным. Здесь делаем denoising, ставим. Я тут поставлю NVIDIA GPU. Можете поставить другой, если хочется. Это не важно. Так, проверяем, все ли у нас тут сделано. Ну, или Intel. Ну, я когда так ставлю. И noise limit можно поставить 2,5. Чтобы у нас, когда достигнет шума 2,5 при рендере, он у нас сам остановился, сделал denoising, и мы получили картинку. Так, нажимаем на лупу, делаем ракурс. Я тут вижу, что у нас орто. Лучше сделать перспективу. И тут все это подвинуть. Орто — это больше такие технические чертежи, а перспектива больше похожа на то, как видит наш глаз. Поэтому делаем лучше в перспективе. Делаем фокальное расстояние. Да, переходим в настройки камеры, делаем фокальное расстояние где-то 70. И отсюда мы сейчас отодвинемся. Ну, вот как-то так. И также ставим галочку на Automatic Vertical Tilt, чтобы у нас вот так горизонтали были корректными. Ставим. Так, у нас мешается фон от нашей HDRI. И HDRI такая огромная у нас получилась, но тоже ничего страшного, потому что нам от HDRI нужен сейчас только свет, который она дает, больше ничего. Так, смотрим, что у нас получилось. Увидели еще раз, что какая-то проблема с дверкой. Сейчас мы ее тоже решим. Что там с этой дверкой не так? Все нормально в референсе, а у нас какая-то полоса. Поэтому мы сейчас подвинем немножко освещение, чтобы было лучше видно. Так, чтобы подвинуть нашу HDRI-карту, можно сразу здесь в поиске ввести HDRI и вот эту нашу карту ввести в HDRI Environment карта. И вот сюда вот ее, чтобы в окружение нашу карту добавить, я сейчас нажимала кнопку 8. Когда нажимаем кнопку 8, у нас появляется окошко, куда можно вставить ваше окружение. Здесь я вставила HDRI-карту. Так, здесь я делаю небольшие настройки. Не делаем сильную коррекцию, потому что это будет искажать. А нам нужно, чтобы наш объект максимально выглядел естественно в любой сцене. Поэтому делаем очень-очень легкую такую, даже я бы не назвала это обработку, а скорее светокоррекцию. Вот sharpening and blurring добавляем. Вот, как-то так. Теперь будем решать вопрос с дверью. Камеру сделали, освещение сделали. Переходим в перспективу. Можно просто нажать P, и мы перейдем. Удалим пока, чтобы у нас не было видно камеры. Смотрим, что это с нашей дверью. Что не так? Скорее всего, когда я редактировала, удаляла вот это вот ребро лишнее, когда у нас было, я что-то лишнее удалила. Так, Weighted Normals не помог. Тут я вижу, что у нас просто дырка получилась. То есть я неверно удалила ребро, когда мы его делали. Делаю на уровне 3, когда мы выбираем пустые полигоны. Это уровень 3. Я его выделила, нажала Cap. То есть и тут Weighted Normals, чтобы у нас не скруглялось все наши двери не скруглялись и не смотрелись округленными. Делаю Collapse All. Не забываем, да, всегда возвращаться в Editable поле. И тут уже будем сейчас настраивать нашу и экспозицию, и положение камеры, и смотреть, какой ракурс, какое освещение нам даст более выигрышный вариант. Вот как-то так. Всегда поглядываем на наш референс. Тут я увидела, что все-таки он в реальности даже не посветлее, а более отражает. То есть я roughness сделаю поменьше. Roughness — это
практически, если мы сделаем рафнес 1, то есть это будет полностью не отражающий объект. Если 0, то это полностью отражающий. Здесь у нас 0,45. Смотрим, покрутим немножко камеру. Ой, не камеру, а наш environment, чтобы выбрать наиболее выигрышное освещение для нашего объекта, чтобы освещение нам помогало. Когда делаете какие-то модели для 3D, например, ну или вообще просто модели, делайте какие-то участки более освещенными, какие-то менее освещенными, где-то делайте тени. Потому что если у вас будет равномерно освещенный предмет, то он будет слишком мультяшный, слишком нереальный. Нам важно, чтобы был он такой немножко где-то затемненный, чтобы мы видели, как предмет мебели смотрится в темных участках, как он смотрится там, когда на него солнце светит, когда там не светит на него ничего и так далее. Здесь мы видим, да, есть и тени, и наоборот освещенные участки. Так, можно добавить дополнительный Corona Light, прямоугольный, чтобы он нормально у нас сейчас сделался, надо перейти. Удалим его, сделаем F-Front и в прямом виде добавим. Добавили. Сделали его невидимым, чтобы он у нас только влиял на общее освещение. Вот мы видим, как у нас теперь сильно, наоборот, освещено. Сделаем ключик, чтобы он у нас не менялся. Да? 3 вида делаем. Выбираем вот в этом виде камеру. Shift-F, чтобы у нас сразу показывало, как у нас в камере это все будет смотреться. Делаем фон серый. И ключик, когда мы ставим, вот я сейчас отожму ключик, заново поставлю. Это значит, вот именно справа у нас ничего, у нас будет рендериться то, что у нас справа. То есть справа пока что не трогаем, пусть там будет камера. А те виды, что слева, мы можем крутить как угодно, и они не будут у нас появляться на нашем рендере. Делаем поменьше освещение, оно слишком у нас засветлило объект. Делаем немножко потеплее свет. И здесь можно экспозицию общую убавить. Вот такой вот получается у нас объект. Получается видео очень долгим, поэтому я сейчас все это остановлю и вторую часть запишу отдельно. Дальше во второй части мы сделаем все рендеры, сделаем им идеально белый фон, сделаем V-Ray. То же самое, быстро все это из Corona V-Ray переведем не конвертером, а вручную, потому что конвертер иногда дает, ну, некорректно у нас потом начинает все это отображаться. Мне проще, например, делать это руками. Я руками все перевожу, ну, иногда, конечно, пользуюсь, но в основном все руками перевожу. И все это экспортируем, зайдем вместе на сайт 3DD, разместим, напишем описание, отправим на модерацию. Потом все это у нас пройдет модерацию. Я просто уже видео записала, поэтому я звук с моим видео записываю отдельно, так получилось. И потом потом мы отправим на модерацию, пройдем модерацию, там буквально, по-моему, дня 2 эта модерация заняла. Этот мой стеллаж примут успешно с первого раза, и через 2 дня я покажу, как этот стеллаж со шкафом уже купили. Вот сейчас прошло где-то, вот я когда записываю, прошло уже примерно неделю, ну, чуть больше, наверное, недели после моего размещения этого стеллажа со шкафчиком. Уже 2 раза купили. Ну, я считаю, что это неплохо. Тем более для такого необычного шкафа. Потому что если бы он был белый или какой-то нейтрального оттенка, возможно, его бы покупали чаще, но он голубой, и как-то немножко рисково всегда делать такие яркие объекты. Есть риск, что он просто никому не понадобится, никто его не купит. Но, как видите, он за неделю 2 раза уже купили. 1 раз за обычную цену, за российскую, и 2 раз с 3D Sky, то есть там за более высокую цену это купили. Вот, так что, если вам интересно, переходите во вторую часть. Я думаю, это самое интересное, как разместить этот объект свой на 3DD, и как он проходит модерацию, и как его покупают. Мне кажется, это самое интересное.